Этот рецепт из картошки готовится так быстро, что уже покорил весь мир. Всего 10 минут и необыкновенно вкусный, быстрый ужин из обычной картошки вас порадует и удивит. Здесь всего 2 ингредиента основных, поэтому, друзья, обязательно сохраняйте рецепт, делитесь с друзьями и непременно приготовьте это картофельное чудо, которое вам точно понравится. Я беру картошку и нарезаю вот такими довольно тонкими ломтиками, а затем при помощи того же ножа нарезаю картошку тонкой соломкой. Все делается очень быстро и просто, у вас обязательно получится, и все ингредиенты, все продукты для рецепта уже есть на вашей кухне, вам даже не придется идти в магазин. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какого города или из какой страны вы меня смотрите. Я очень рада поближе познакомиться с каждым из вас. А вы на канале «Готовим дома». Меня зовут Олеся, и сегодня готовим быстрый и вкусный ужин из картошки. Всего за 10 минут. Посмотрите, картошку я уже нарезала. По желанию вы можете картофель натереть просто на крупной терке, но подготовленный вот таким вот образом, нарезанный тонкой соломкой, он получается особенно вкусный и особенно хрустящий. Это вкуснее, чем обычная жареная картошка, и готовится буквально за пару минут. Я разогрела сковородку с растительным маслом, можете жарить на любом масле, подсолнечном, оливковом, как вам больше нравится и как вы привыкли. Сковородка уже немного разогрелась, и на горячую сковородку выкладываю картошку и распределяю ее тонким слоем. Формирую вот такой вот драник большой, такую картофельную лепешку на всю сковородку. Размер лепешки по вашему желанию, но так как я хочу ее потом перевернуть, поэтому я делаю ее такого размера, чтобы удобно было переворачивать. И обжариваю с одной стороны до красивой золотистой хрустящей корочки на среднем огне, чтобы картофельная лепешка, картофельный драник не подгорел, но успел прожариться. Приправляю по вкусу солью и черным перцем. Для меня основных специй соли и перца будет достаточно, но если вы хотите добавить больше яркого вкуса, вы можете добавить, посыпать картошечку любимыми вашими специями для картошки или какими-то сушеными травами, может сушеным чесночком. Переворачиваем картофельный драник аккуратненько и обжариваем с другой стороны. Друзья, посмотрите, такая вкуснейшая, хрустящая, аппетитная золотистая корочка с двух сторон. И этот картофельный драник, он действительно весь состоит из аппетитнейшей, вот этой хрустящей, вкуснейшей корочки. Эта вкуснота просто нереальная. Обязательно приготовьте, делитесь рецептом с друзьями. Это очень-очень вкусно. Словами не передать, стоит попробовать. Все готово, друзья. Таким образом, вы можете приготовить такое количество лепешек, какое захотите, на всю семью. Жарится все очень быстро и просто. Размер лепешек тоже по вашему желанию. Сверху получается хрустящий драник, а внутри немножечко тоненький слой такой прожаренной, хорошо прожаренной, вкусной, тающей во рту картошечки. Посыпаем зеленым лучком и наслаждаемся. А я хочу с вами поделиться еще одним быстрым и вкусным рецептом из картошки. Если у вас есть одна картошка и одно яйцо, приготовьте это вкуснейшее блюдо из картошки. Берем одну большую крупную картофелину и натираем на крупной терке. Друзья, напишите, пожалуйста, из какой страны вы меня смотрите. Очень интересно, насколько далеко путешествуют мои рецепты по всему миру. Отжимаем сок из натертого картофеля и отправляем в миску. Сюда же разбиваю одно куриное яйцо, добавляю небольшую щепотку соли, соль по вкусу, и приправляю черным свежемолотым перцем. Больше из приправ ничего не нужно, только соль и перец. Натираю грамм 30 любого сыра и отправляю сыр к картошке. И все хорошо перемешиваю до объединения картошки с остальными ингредиентами. Друзья, этот рецепт настолько простой, что вы легко в любое время сможете приготовить его на ужин, и это блюдо вкуснее жареной картошки. Я ставлю разогреваться сковородку с растительным маслом и делю картофельную массу на 4 части. Выкладываю картофельные блинчики в горячее масло.
Сковородка должна быть уже хорошо разогретой, но огонь не слишком сильный, чтобы наши блинчики, оладушки из картошки не горели. И обжариваем картошку буквально по 2-3 минутки с каждой стороны. Жарьте просто до красивой золотистой хрустящей корочки. А корочка здесь получается просто супер хрустящая. И это, наверное, самый простой рецепт из картошки, который я когда-либо готовила. И самый вкусный. Переворачиваем картофельные блинчики и жарим еще по 2-3 минутки с другой стороны. А пока жарятся блинчики, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и поделитесь рецептом с друзьями. Вам не трудно, а мне будет очень приятно. Выкладываю картофельные блинчики на тарелку. Вкуснейшая картошечка с великолепной хрустящей корочкой. Подаем со сметанкой, с помидорами, с любой зеленью. Получается вкуснятина невероятная. А у меня для вас еще один вкуснейший рецепт. Друзья, я уверена и не сомневаюсь, что эта подборка рецептов из картошки вам понравится, и вы обязательно поделитесь ей с вашими близкими и друзьями. Итак, встречайте третий рецепт в нашей картофельной подборке. Это самый вкусный и самый хрустящий жареный картофель, который я когда-либо пробовала. Готовится очень просто, а получается просто пальчики оближешь. Беру 1 килограмм картошки, очищаю и натираю на крупной терке. Перекладываю натертый картофель в миску. Заливаю картошку холодной водой и хорошо нужно перемешать картошку, немножечко промыть ее от крахмала. Этот рецепт картошки такой простой и вкусный, друзья, я вам очень рекомендую его приготовить. Он настолько просто и быстро готовится, получается такой необычной, интересной формы и такой хрустящий. Я уверена, что такая картошка по этому рецепту понравится всей вашей семье. Я промыла картофель, натертый от крахмала, и теперь откидываю его на дуршлаг или на сито, чтобы вся вода хорошенько стекла с картофеля. Ставлю разогреваться сковородку с растительным маслом. Растительного масла наливайте буквально 2 столовых ложки. Выкладываю картошку. Картошку можете немножечко обсушить на бумажных полотенцах или на чистом кухонном хлопчатобумажном полотенце. И вот так вот обжариваю картошку в течение 3-5 минут, периодически помешиваю. А также приправляю картошку солью, черным молотым перцем. И можно добавить немножко паприки. Паприка по вашему желанию, добавлять ее не обязательно. Все, картофель нужно немножко припустить, жарить его не нужно, он просто должен стать немножечко помягче. 3-5 минут будет достаточно. Все готово. Теперь перекладываю картошку в миску. Она еще горячая, ничего страшного. Добавляю к картошке 4 столовых ложки крахмала. У меня кукурузный крахмал, но вместо кукурузного крахмала, если у вас его нет в наличии, вы можете заменить кукурузный крахмал картофельным. Осталось все хорошо перемешать, хорошенько смешиваю картошку с крахмалом. Иногда у меня спрашивают в комментариях, зачем сначала промывать картофель от крахмала, а затем добавлять в него снова крахмал. Ничего не поделаешь, такой рецепт. По рецепту нужно сделать так, и я четко следую рецепту и вам советую, тогда у вас все получится вкусно и прекрасно будет держать форму. Я взяла небольшую мисочку и 1-2 столовых ложки картофельной массы с крахмалом выкладываю в эту мисочку. Немного утрамбовываю, чтобы хорошо держала форму. И вот таким вот образом придаю форму нашей картофельной массе. Выкладываем из формочки на доску или на тарелку. Вы можете смазать мисочку растительным маслом, и тогда картофель будет еще проще и легче выпрыгивать из формы. Теперь при помощи лопатки или при помощи ножа, как вам удобнее, придаем форму нашей картошке. Я попробовала разные варианты и лопаточкой, и ножом.
В принципе, любой вариант будет удобным и удачным. Здесь уже каждая хозяйка приспособится под свои условия. Посмотрите, вот такие красивые картофельные пирожки у нас получились. Теперь отставим в сторону буквально на 5 минут и приготовим очень вкусный соус к нашей картошке. У меня здесь 2 столовых ложки сливочного масла. Я добавляю столовую ложку муки в растопленное масло. Все перемешиваю до однородности, чтобы не было комочков. И вливаю 1 стакан молока небольшими порциями. Постоянно помешиваю, чтобы соус не пошел комочками, чтобы он получился гладкий, ровный и однородный. И обязательно приправляю соус по вкусу солью и черным перцем. Можно сюда добавить, кстати, еще зубчик чеснока, получится очень вкусно. И я еще добавлю буквально щепотку паприки. Все, еще раз перемешаю. Готовлю соус буквально 3-5 минуток до желаемой густоты. А также я хочу приготовить этот соус с добавлением сыра. У меня получится сырный соус к картошке. Также натираю кусочек сыра, грамм 40-50 на терочке. И отправляю тертый сыр в соус. Осталось еще раз все хорошо перемешать, и соус картошки полностью готов. Посмотрите, вот такой он получился гладкий, ровный, однородный и очень вкусный, сливочный, очень приятный на вкус. Отставляю в сторону и начнем жарить нашу картошку. Я наливаю растительное масло и аккуратно выкладываю в горячее масло картофельные пирожки. Количество масла берите по вашему усмотрению. Можно взять масло побольше, можно немного меньше. Это тоже по вашему желанию. Я люблю жарить в большом количестве масла, чтобы со всех сторон быстро образовывалась красивая румяная золотистая корочка. Но иногда я могу взять масло немного поменьше, чтобы сэкономить, конечно. И в принципе все тоже прекрасно прожаривается. Приспосабливайтесь под ваши условия, друзья. Как вам удобнее. Горячие жареные картофельные пирожки выкладываю на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки растительного масла. И жарю вторую и третью порцию. Жарится все очень быстро, буквально по 3 минутки с каждой стороны. Картошка хорошо прожаривается, и только посмотрите, золотистая, хрустящая коричневая корочка. Вот так она хрустит. Очень аппетитно и невероятно вкусно, а с нашим сливочным сырным соусом это вкуснятина просто необыкновенная. Никакой Макдональдс не заменит вот такую вкусную домашнюю картошку, приготовленную с любовью на вашей кухне. Я желаю вам приятного аппетита и поделитесь рецептом с вашими друзьями. Благодарю вас за лайки и комментарии.